Привет! В этом видео хочу подвести такие небольшие локальные итоги за первую половину сентября. Какие у меня результаты в торговле, сколько получилось заработать, сколько я вывел за это время и с какими трудностями на этом пути я столкнулся. Все как-то хочу подсуммировать в удобном формате, выложить, чтобы было видно, какие у меня сейчас результаты. За эти 2 недели мне удалось поторговать 16 торговых сессий. И из них 6 у меня закрылись по убытку, одна закрылась в ноль и примерно, точнее не примерно, а точно 9 закрылась по тейк-профиту. В целом среди этих торговых сессий у меня было несколько с нарушениями. Нарушения там были разные, от каких-то маленьких локальных, которые там, не знаю, поставил чуть дальше тейк-профит, чем планировал, до более таких грубых нарушений, когда я достигал лимита по убыткам и, к сожалению, не смог остановиться, продолжал торговлю, то такие нарушения у меня тоже были. Примерно 5 торговых сессий у меня закрылись с такими эмоциональными нарушениями. И если сразу переходить к статистике, к цифрам, то начинал я этот месяц с баланса в $1035. У меня с этих значений рассчитывался риск-менеджмент. Риск на сделку у меня 1,5%, на торговую сессию 5% рискую я. И с этих значений я начинал торговлю в начале месяца. Давайте покажу историю выводов. За первую неделю мне удалось заработать почти $140. Это примерно 14% к депозиту, то довольно-таки неплохой результат. И половину этих, скажем так, половину заработанных я стараюсь выводить. То есть около $70 я поставил на вывод и вывел. А за вторую неделю у меня получилось чуть меньше, $40 тейк-профита, но это, скажем так, тут были свои нюансы, потому что на второй неделе у меня были более эмоциональные торговые сессии, и так сложилось, что вот эти $80 профита, которые я заработал за вторую неделю, у меня они, можно сказать, были все на последней торговой сессии, потому что неделю я проторговал как-то в ноль, но вот последняя торговая сессия тоже там не без нарушений дала профит $80, 40 я оставил, 40 поставил на вывод. И поэтому сейчас у меня на балансе получается 1140, с этих значений я буду начинать вторую половину месяца, сделаю перерасчет рисков и 1,5% на одну сделку я уже буду считать с этих значений. Если чуть-чуть подробнее посмотреть именно статистику, то вот цифры, кстати, примерно такие же, как я и сказал, но тут чуть меньше, потому что, как мне кажется, сюда не входит комиссии, возврат за комиссии, потому что также вот можно открыть подробнее посмотреть. Тут есть все дни, в какой сколько у меня получилось поторговать. Один день я пропустил, делал выходной, потому что чувствовал, что нужно морально отдохнуть. И, в принципе, вот один убыточный день, первая торговая сессия, первая неделя у меня была довольно-таки относительно спокойной и такой не нагруженной, как я бы сказал. А вот вторая торговая сессия, вторая неделя, но она была уже более эмоциональная, тут я заключал намного больше сделок, и, в принципе, у меня риски здесь были намного выше. Поэтому вот, кстати, в комиссиях я заплатил $63. Это прям вообще, потому что, я же говорю, очень какое-то большое количество сделок я заключал. Но в любом случае получилось поторговать в плюс. Всю статистику вы видите, все абсолютно сделки, которые я совершал, я выкладывал на YouTube канал. Ну, просто, чтобы ввести для себя статистику и чтобы это было все видно, все можно проверить. Каждую сделку буквально с этих 1035, вот там с 1 числа, когда я начинал, вот буквально эта торговая сессия, все абсолютно я показывал. И, как мне кажется, кстати, не последнюю роль сыграли комиссии, прям потому что сами вот видно значения, которые ежедневно возвращаются в комиссиях. И, как мне кажется, вот там 2, 3, 6, иногда вот за последнюю торговую сессию, где я эмоционально, скажем так, торговал, там самое большое количество сделок за эти 2 недели было. Вчера, получается, там 2 были торговые сессии, то аж $10 вернулось в комиссиях.
Это не стоит игнорировать, потому что это, как мне кажется, важный показатель. Я даже на эту тему отдельное видео снял, потому что это очень важная штука. Так что вот с таких значений я буду начинать вторую неделю и примерно все. Сделаю, скажем так, перерасчет рисков, как сказал ранее, и буду продолжать торговать. Также буду держать основной фокус на том, чтобы держать себя под контролем, держать в фокусе и постараться еще больше уменьшить количество, скажем так, торговых сессий, где я допускаю какие-то нарушения. Потому что у меня было 5 торговых сессий с нарушениями из 16 общего количества торговых сессий. Получается почти 30-33%, шанс на то, что я, если сяду торговать, допускать буду какие-то нарушения. Это очень большой процент, и нужно чуть-чуть решать эту проблему, потому что у меня нету, как я сказал ранее в других видео, у меня нету проблемы локально как-то зарабатывать, но на дистанции меня из-за эмоций я начинаю терять. А как-то в каких-то просто торговых сессиях, самых обычных, то у меня положительный винрейт, и в принципе довольно-таки неплохо торгую, как показывает мне моя статистика и результаты. И вот такая у меня сейчас ситуация. Да, 2 недели закрыл в профит, но все равно я особо, скажем так, недоволен. Я понимаю, что для кого-то и такой результат будет крутым, но все равно вот из-за таких эмоциональных торговых сессий я недоволен, у меня нету какого-то чувства, что нету чувства стабильности, потому что я понимаю, что я и раньше торговал вот так постепенно в плюс, но бывают такие дни, что я могу просто взять и потерять там большую часть депозита, если не весь. Поэтому стараюсь максимально держать себя в фокусе, буду на этом концентрироваться и дальше. И постараюсь дальше просто показывать все, как у меня происходит. Все сделки абсолютно, чтобы все было на канале, весь мой путь. И просто буду дальше стараться вести YouTube. Надеюсь, это поможет в развитии моей дисциплины.